Это очередная серия по постройке буханки из будущего, в которой мы не снимаем мастер-класс, мы просто рассказываем свою историю, со всеми косяками и ошибками. И, к сожалению, нам есть что рассказать. Приятного просмотра. Данные проставки — это всего лишь временное решение. Ахахахах, нет ничего столь вечного, чем временное. Хеопс. Тут временно поставим пирамиду, потом заменим на что-то нормальное. Да, мы действительно сделали очень сомнительные проставки еще пару серий назад и сказали, что это временное решение, и вот время пришло. Сейчас Валера скинет колесо, и мы сможем снова полюбоваться нашим изобретением. Конечно, с такими проставками далеко не уедешь. Просто вот кусок трубы взяли, как бы так сварили и решили нагнать недостающую нам ширину моста. Вообще, в идеале обойтись без проставок. И самым правильным решением будет поставить мост максимально подходящего размера, поскольку мы уже закончили каркас кузова и точно знаем габариты. Для того, чтобы создать облицовку плавно закругленного корпуса нашей буханки, нам пришлось расширить еще на 6 сантиметров на каждую сторону. В общем, мы решили, что поставим новый мост. Зачем покупалась целая машина? Не проще было сварить рамы самим или купить только раму и подвеску? Да, было много вопросов, для чего вообще покупалась машина, если от нее осталась только рама. Тут спорный вопрос. Во-первых, учитывая время, которое бы ушло на создание рамы с нуля и стоимость материалов, не факт, что вышло бы дешевле покупки донора. Во-вторых, это наш первый опыт. Еще толком непонятна судьба машины. И вариант с донором дает нам какие-никакие документы. Не факт, что они пригодятся, но донор оформлен на меня и документы есть. А дальше будет видно. Как вы понимаете, мост нелегкая штука, и ребята явно демонстрируют свою мощь. А тем временем я это делаю намного эффективнее и проще, благодаря Lords Mobile. Lords Mobile — это топовая мобильная стратегия с 3D-графикой и миллионами игроков по всему миру. Здесь вы сможете тренировать армию и качать героев, заключать союзы и уничтожать врагов. Большой акцент здесь сделан на командной игре, правильном формировании армии и быстрой реакции во время боя. Без смекалки и хорошей команды вы здесь станете очень легкой мишенью. Если же вы будете играть в хорошей гильдии и будете правильно формировать армию, то сможете побеждать даже противников, превосходящих вас числом. Буквально на днях в Lords Mobile вышло шикарное обновление, в котором добавлен новый игровой режим в стиле защиты башен. Он наверняка вам понравится. И теперь внимание! Качай игру по моей ссылке в описании, либо через QR-код на экране, чтобы гарантированно получить набор стоимостью в $350, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы скачаете игру впервые. Кроме этого, качайте мощь по максимуму. Если скачавших будет более 1000, то игрок, который прокачает замок до 15 уровня и на 10-й день после выхода видео займет первое место в рейтинге мощи, получит iPhone 13. Свой рейтинг мощи, а также количество скачавших вы сможете увидеть на странице акции. Призы очень серьезные, поэтому, ребята, качайте и не подкачайте. А мы продолжаем. Тем временем ребята скинули задний мост и подвеску и отправились на поиски идеального моста. Зачем вы на своем бусике сотку делаете, у него же кардан перегреется? Андрюха, что-то мы еле-еле этого КамАЗа обогнали. Сама машина не тянет. Слушай, так ты, может, с ручника сначала снимешь? О, сразу другое дело. Да я думаю, тянемся. Мы начали думать с дроном, где же нам по-быстрому достать мост. И пришла одна гениальная идея, где скапливаются все мосты Республики Беларусь. Именно в городе Мосты. И поэтому прибыли в город Мосты для того, чтобы отыскать тот самый заветный мост. Все мосты в мостах. Все мосты в мостах. И вот она, вокзальная 15. Сколько добра. Где наш мостик? Так, парни, смотрите, вот один, Угу. вот этого плана, такого. С барабанами, да? Вот как лежит. Так. Угу. Что там на фотках был без барабана? Вот он. Да. Угу. Вот один, вот второй. Все в ваших руках. Угу. Занимайтесь. Ясненько. Угу. Мерите, замеряйте. Замеряйте. 28. За моста. Так, ну давай прикинем ширину, Валера. Ну супер, шикарно, 185 даже. А нам надо... 170 там надо. Да, ну идеально, потому что у миди 145, а у этого 184. В итоге больше 30. Короче, проставки получатся минимальные.
Да, короче, на 40 сантиметров он шире, ну это нам очень даже в плюс. То есть Давай все сразу там, да. шикарно. 5, ну супер шикарно, нам подходит, ура. Мы приехали не зря. Слушай, ну мне тот больше нравится, потому что ну, он более комплектный. Ну, с той стороны есть барабан, с этой стороны нету, да? Барабан можно попросить. Ну, а ты будешь его крутить? Сейчас тут не открутится. Ну, слушай, а этот более комплектный, который он? Я уже его потерял. А, ну вот этот вот. Ну, он с двумя барабанами. Давай за этот разговаривать. Тут панара, она мне, наверное, нужна. А нам она не нужна. Для редукторов не нравится. Как- Это спринт. Нет, вот этот вот, да-да-да. Валера. Вот этот. Нам тяга эта не нужна, потому что пусть ее не... Ну, в миди ее не было, а этот на пружинах был. Не, ну короче, Ну что пофиг. Нормально? Минимальный? живой, редуктор живой. Ну, отлично. Люфта нету, супер. Ну, люфт заводской здесь. Пойдем по цене договариваться с ребятами. Что- Пошли туда смотреть. Что там, да, по деньгам? Потому что видишь, тот с люфтом. Вы куда его вообще? Для каких целей? Это у нас проект На YouTube канал, да, там. Значит, Вот этот вот. вот этот вот. Ну-ка, так, зажми здесь, а я пошевелю там. Или там зажми. Так, давайте сделаем так. Ну, Сколько это стоял? 350 рублей? Да. По-моему. Давайте по этой же цене я вам отдам этот. Все равно у нас их 3. Белорусских блогеров продвинем. Так Давайте за сказать, 300 заберем. немножко. и реклама будет. Это реклама тут, знаешь, нам этот. За 300 нам на доброе дело. Забирайте. Ладно, 300 рублей. Будем грузить Да, Да, в эту да. бричку. да, да, да. Нормально в люк запарковали хвостовик. Сохранить будет. Дрон, ну короче смотри, приобрели мы мост. Ну ништяк, все идет как по маслу, он шире на 40 почти сантиметров, ну то есть мы молодцы. Мне ваш бусик жалко, что же он так коптит. В итоге полдня ушло на поездку, и новый мост из мостов у нас в мастерской. И тут наглядно видна разница. Этот мост от Isuzu, на нем он лежал на рессорах, то есть рессоры были снизу продеты, и получается этот мост лежал на рессорах. Что не сказать о мосте от LT. Рессоры на нем лежали сверху, поэтому что мы делаем? Мы снимаем тягу панара, вырезаем все крепления, вырезаем эти чашки, вырезаем крепления под рессоры и переносим их на обратную сторону. То есть Надо рядом штатную буханку поставить, а то непонятно какого у вас размера теплица. Кстати, отличная идея – поставить рядом две буханки. Точно сделаем в ближайших сериях. Думаю, сразу после того, как обошьем нашу машину по кругу поликарбонатом. Но забегая вперед, скажу, что наш экземпляр выходит значительно крупнее. И в целом это неплохо вписывается в концепцию, поскольку автопром уверенно двигается в эту сторону, и современные машины чаще всего крупнее своих предшественников, если говорить об одном модельном ряде. Исключение тут, наверное, только огромные американские баржи прошлого века. А учитывая, что кодовое название нашего проекта «Буханка 2077», так такой размер вполне оправдан. В итоге, спустя несколько Валера-часов, все лишнее с моста убрано, а с родного моста получилось аккуратно демонтировать вот этот основной крепеж. Следующим этапом ставим рессоры на свои места, подтаскиваем к ним мост и таким образом выставляем четко его будущее месторасположение и прихватываем сваркой. После чего заново все разбираем, провариваем крепеж и двигаемся дальше.
Уже стало понятно, что мост подходит просто идеально. А это значит, что деталь вписывается в проект на постоянку, и нам надо привести его в приличный вид. Сперва щеткой убираем ржавчину и грязь по-грубому, а следующим этапом добираемся до самых труднодоступных мест при помощи пескоструя. После того, как все отпесочено, надо срочно грунтовать и красить деталь, поскольку отпескоструенная поверхность очень быстро начинает ржаветь и разлагаться по второму кругу. Этим мы и занялись. В итоге мы немножко его покрасили, почистили, привели в божеский вид. Останется единственное, что нам поменять вот эти вот сгнившие щитки, но сейчас мы их поменять не можем, так как более логичнее и правильно все это менять на уже штатном установленном месте этого моста. Почему? Потому что, чтобы поменять эти вот щитки, нам необходимо снять барабан и необходимо вытянуть полуось полностью от редуктора, который идет именно в редуктор. Иначе это сделать нельзя. Причем это щитки, это несущая конструкция, на них крепится вся тормозная система. Вот как пример от старого моста. Тем временем я не сидел без дела. Поскольку проект называется «Буханка из будущего», надо соответствовать названию. Мне в голову пришла интересная идея. Я хочу попробовать сделать панорамную крышу с эффектом звездного неба. Именно для этого при помощи лазерного станка мы делаем небольшой пробник. На оргстекле мы вырезаем отверстия, мелкие по 0,8 мм и большие по 2 мм. Возможно, от больших откажемся вовсе, но на пробнике решили сделать. Когда все отверстия вырезаны, проводим в них оптоволокно. По задумке маленькие точки зададут небесный фон, а большими точками мы сымитируем созвездие. Фишка в том, что оптоволокно полностью визуально пропадает после того, как его залить эпоксидкой. Но прелесть в том, что свой функционал оптоволокно не теряет. В итоге мы сделали символический бортик и пролили первую сторону смолой. Итак, в чем же смысл моей задумки? В итоге оптоволокно будет полностью пролито смолой с двух сторон и станет совсем незаметным. Учитывая масштаб крыши, а он огромный, мы сможем сделать точную копию звездного неба со всеми созвездиями. И опять же, по задумке, крыша будет полностью прозрачная. Но после того, как мы включим подсветку оптоволокна, она загорится звездным небом. После того, как первый слой высох, я перевернул заготовку и прижал оптоволокно вдоль поликарбоната. 2-миллиметровое оптоволокно все же лишнее в этой композиции, потому что его невозможно аккуратно прижать. Ну и в финале все заливаем смолой. На следующий день смола высохла, и мы имеем вот такой бутерброд. Да, пока что выглядит странно, и немного видны прутки оптоволокна в смоле, но в целом тут определенно есть где развернуться. Мы уже придумали, как доработать эту технологию, и пока что твердо решили сделать панорамную крышу со звездным небом, возможно, первую в мире. Ничего подобного я еще не встречал. Если я ошибаюсь, то буду признателен за инфу. Жду в комментах. А сзади так и останутся рессоры. И да, раз буханка из будущего, ставьте джойстик. Да, сзади так и останутся рессоры, и Валера как раз занимается их реставрацией. А насчет джойстика очень интересная идея. Учитывая то, что машина скорее всего останется по большей частью игрушкой, и мы не сможем активно ей пользоваться на дорогах общего пользования, то тема с джойстиком вписалась бы просто отлично. Обязательно изучим этот вопрос. Мы купили амортизаторы новые, потому что старые амортизаторы вот в таком вот ужасном виде, но все, труха, тут уже от них ничего не взять. Опять же, все остальные блоки, которые были на мосту, тоже пришли в негодность, они умерли, все. Поэтому поменяли тормоза, выточили новые втулки, пальцы, которые были изношены на серьгах рессор, тоже мы заменили. Покрасили дальше весь крепеж рессор, дальше... площадки под рессоры, все. И сами рессоры тоже покрасили. Не знаю, надо было это или не надо, но, по крайней мере, сейчас смотрится довольно-таки нарядно. И дальнейшее наше движение — это установка всего этого кит-набора, который мы подготовили на это вот место.
В итоге несколько часов ушло на установку, и в конце мы имеем вот такой результат. Как вы понимаете, это затратное дело. Проект делается по фану и существует только благодаря вашей поддержке. А лучший способ нас поддержать, так это поделиться роликом где угодно. Пару длинных комментов и лайк также важны. Спасибо и добра, топора.